завозил их со всей Германии. Здесь самые редкие породы. Опять вы? Запеченным в духовке. Свое. О чем ты думаешь сейчас? Скажи нам, пожалуйста, нам интересно. Друзья, привет! Я Альбина, и я еще все блогер. И находимся, вы знаете где? У Колизея, но не в Риме, а в Нюрнберге. Перед вами самое большое из сохранившихся монументальных сооружений Третьего рейха, не только в Нюрнберге, но и во всей Германии. С него мы и начнем знакомство с черными страницами в истории этого города во времена правления Гитлера и Второй мировой войны. Статус города партийных съездов Нюрнбергу официально присвоили в 1935 году. Берлин был столицей Третьего рейха, Мюнхен – столицей движения, Нюрнберг стал третьим по значимости городом нацистской Германии. К этому привели как случайные обстоятельства, так и вполне конкретные идеологические причины. Первый съезд НСДАП состоялся в 1923 году в Мюнхене, второй в 1926 году в Веймаре. Затем выбор пал на Нюрнберг. Город был хорошо связан с другими регионами Германии железной дорогой. Кроме того, здесь имелись все необходимые условия для приема и размещения участников съездов партии. Ну и а как же, здесь останавливались все короли и императоры. Амбиции Гитлера зашкаливали. И в 1933 году, когда Адольф Гитлер становится рейхсканцлером Германии и отдает распоряжение оборудовать в Нюрнберге ареал для проведения ежегодных партийных съездов. За 2 года первый этап, которым руководил любимый архитектор фюрера Альберт Шпеер, был завершен. К этому времени сложилась идеологическая концепция, провозглашавшая преемственность между Третьим рейхом и Священной Римской империей германской нации, одним из важных городов которой был Нюрнберг. Поэтому и этот Колизей похож на римский Колизей, но только с какими-то неправильными пропорциями, словно небо вдавило его в землю. Проектная высота должна была достигать 80 метров, но на 39-метровой отметке работы остановились. Сразу после начала Второй мировой войны в 1939 году большинство из 1400 строителей отправились на фронт. Гранит для облицовки в Нюрнберг добывали сразу на 80 каменоломнях по всей Германии. Образцы этого отделочного материала Адольф Гитлер выбирал лично. Посмотрите, как лучи солнца отражаются на колоннах, как пламя. После освобождения Германии от нацистов недостроенный Нюрнбергский Колизей решили не сносить, хотя этот вариант обсуждался. А ведь раньше здесь была зона отдыха, и чтобы очистить территорию для постройки, здесь снесли маяк, парк, зоопарк. И приняли окончательное решение отдать помещение под склады. Ой. Папаша, закурить не найдется. Может, я все-таки мамаша? Вы что, глухонемой? Да. Кто о чем? Ну ладно, продолжаем. Внутри Колизея чувствовался какой-то страх. А здесь вот такое умиротворение, спокойствие. Несколько раз в год здесь проводят фолькфест, фестиваль с аттракционами, качелями. Видео на эту тему у меня уже снято. Место, конечно, здесь тихое, спокойное. Так и не скажешь, что здесь проводились съезды. Здесь и деревья, и птицы, и озеро. И эту территорию он хотел приукрасить прямо до территории съездов, чтобы здесь были парки, чтобы люди здесь могли отдохнуть, погулять, отдохнуть душой и телом. Да, получается, этот Колизей построен наполовину. Представляете, какая громадина должна была быть? Попробуем сейчас попасть
во внутреннюю часть Колизея. Как здесь сейчас тихо и спокойно. Старый парк на бывшей юго-восточной окраине Нюрнберга. Высокие деревья выстроились вдоль тенистых аллей. Сочные зеленые лужайки плавно переходят в зеркальную гладь озера Дунцентайх. Ой, опять вы? Обошли Колизей и зайдем с внутренней стороны. Представляете, в 1987 году было предложено на этом месте сделать большой торговый центр. Но на проведенном в июле 1988 году симпозиуме, организованном Департаментом культуры, было принято решение исключить возможность включать следы нацизма в современную жизнь города. А сейчас это заброшенная территория. Я считаю, что правильно, что здесь ничего не строят. Это должно остаться как памятью, как историей, чтобы всегда люди помнили, что творилось раньше. Здесь есть музей-галерея, можно в нее попасть, узнать много что интересного. Там можно как раз-таки понять, как люди, весь народ, немецкий, попал под влияние Гитлера. А как вы считаете, надо ли оставлять все в таком виде или реставрировать? Напишите в комментариях, пожалуйста. И планировалось здесь вот такой большой стеклянный купол сделать. И я слышала, что здесь хотят сделать оперный театр. Тот театр, который я вам показывала, хотят закрыть на реконструкцию и перенести его временно сюда. Не знаю, понравится ли это всем идея. Кстати, здесь уже есть один концертный зал. И на природе, там, где озеро, проводили еще рок-концерт. Ежегодно здесь, в Нюрнберге, проводилось по несколько съездов. И во время этих съездов город погружался в настоящий хаос. Все общественные здания, школы и даже заводские цеха превращались в общежитие нацистов. Наступал транспортный коллапс. По вечерам по улицам бродили толпы пьяных отморозков. Местные жители даже боялись выходить на улицу. Главным строителем этого комплекса был назначен придворный архитектор Гитлера Альберт Шпеер, будущий рейхсминистр вооружения и военного производства Германии. В октябре 1946 года Международный военный трибунал в Нюрнберге признает его виновным и приговорит его к 20 годам тюремного заключения, которые он отсидит, что называется, от звонка до звонка. Главными обвинениями, предъявленными ему, были проектирование лагерей смерти и использование труда заключенных. Да, суд над нацистами было решено провести именно в Нюрнберге, не в Берлине. В 1945 году на конференции в Лондоне правительства Советского Союза, США, Великобритании и Франции решили, что Международный военный трибунал будет проводиться в Нюрнберге. Похороны нацизма должны были произойти в том же месте, где они и зародились. Сначала судебный процесс планировалось проводить в оперном театре Нюрнберга, представляете? Это было предложение американцев. Но в итоге здравый смысл победил. И главный судебный процесс человечества проходил там, где ему и было положено проходить, во Дворце юстиции Нюрнберга. И, как видите, сооружения, призванные стоять веками, как египетские пирамиды, уже к середине 60-х годов стали саморазрушаться. И то, что не было уничтожено бомбежками союзников, властям послевоенной Германии пришлось снести самим. До наших дней сохранилось немногое. Это вот этот зал собраний, в котором я стою. И здесь хранится весь архив гитлеровской Германии. А также базируется Нюрнбергский симфонический оркестр и трибуна Цепелина, куда мы сейчас и поедем. Подъезжаем к главной трибуне Гитлера, посмотрим, в каком состоянии она сейчас. Тоже, вот как видите, в заброшенном. Но и Мюнхен тоже выделился среди нацистов, потому что в 1923 году именно в Мюнхене, в обычной пивнушке, Адольф Гитлер пытался поднять восстание. А в баварской тюрьме Ланденсберг Гитлер писал «Майн кампф», нацистскую Библию, книгу книг. И в Мюнхене зародился Генрих Гиммлер, руководитель СС. И здесь, в Дахау, после 1933 года появился один из первых в стране концлагерей. Образцово-показательный, эталонный, скажем так, лагерь. Ужас, конечно. И именно Нюрнберг стал декорацией для фильма Лени Рифеншталь «Триумф воли».
Так почему же эту территорию называют полем Цепелина, трибуной Цепелина? А названа она в честь немецкого изобретателя графа Фердинанда фон Цепелина, который изготавливал дирижабли тяжелой структуры. И в 1909 году этот граф высадился здесь на своем дирижабле Цепелин-3. Это поле с тех пор называется полем Цепелина. А еще цепелины – это блюдо национальной литовской кухни, похожее на форму дирижабля, снаружи с картофелем, а внутри с мясной начинкой. Немного отвлеклась, отошла от темы. Запустили мы свою Жужу, дрон, вот она и вам покажет общий вид территории Цепелина. Ну, как вам я уже и говорила, Гитлер считал Нюрнберг самым немецким из всех немецких городов. Этому способствовала его богатейшая история и готическая архитектура, которую фюрер наряду с музыкой Вагнера и философией Ницше избрал в качестве основополагающих символов своей идеологии. Видите, да, весь масштаб бедствия? Вот так вот отсюда фюрер толкал свои речи, а люди, заполненные вот этой всей территорией, как под гипнозом слушали его. Выглядело это вот так. 300 тысяч человек легко вмещались на эту территорию. Были еще и ночные шоу с подсветкой. Вот оно, логово фюрера, главная кафедра Гитлера. Именно в Нюрнберге он ее построил. Это единственное крупное сооружение на территории съездов, которое удалось закончить. Автор, догадайтесь, кто? Альберт Шпеер, любимый архитектор Гитлера. Поднимемся на трибуну, где выступал Гитлер и как он все это видел. Территория очень большая. Здесь вот еще висят стенды, на которых и описано исторический момент в 1945 году, что и как было. Кстати, там написано «Дамон». Это, видимо, туалет. Такой. С такими железными дверями. «Дамон». Ну, естественно, все закрыто. Так, видите. В этом помещении находился золотой зал или зал славы с выложенным золоченым мозаикой потолком. Рисунок потолка был позаимствован из древних искусств, и основным мотивом был меандр, в котором без труда можно было видеть изображение свастики. Ну вот, как вы видели, в здании были туалетные комнаты и помещения для телефонной станции. Из зала он попадал на свою трибуну и вот в эту сторону выступал. Зал славы предназначался для приема высокопоставленных гостей. Здесь еще находятся стенды с информацией. Сейчас вот к ним поднимемся. 24 апреля 1945 года, на 4-й день оккупации города американскими войсками, у трибуны был проведен военный парад Победы. Гвоздем торжества был взрыв, уничтожение свастики, венчавший фасад центрального здания, то есть над золотым залом. Так разлетелась фашистская свастика. $22 миллиона человек погибло в Советском Союзе во время этой войны, и менее миллиона человек погибло в других странах вместе взятых. Представляете? Это главный вход в зал славы, а сверху была свастика изображена, которую взорвали. Покажу вам сегодня старинный Гранд-отель, не менее знаменитый, с историей, касающейся Нюрнбергского процесса. Вот так вот Гитлер из золотого зала шел к своей трибуне. С трибуны выступал Гитлера. Сейчас это место для
пиво для молодежи. Вот, кстати, ты стоишь прямо на этом месте, не посередине, а чуть-чуть с правой стороны, где на рисунке прям стоял этот изверг. Не посередине, а чуть направо сторону. Ну, я тебе хочу сказать, ощущения такие неприятные, страшновато даже. Австрийцы молодцы, сумели убедить, что Гитлер это немец, а Бетховен австриец. Вот Альбина Уэй. Смотрю я на тебя, смотрю, ты какая-то ушла куда-то в свое. О чем ты думаешь сейчас? Скажи нам, пожалуйста, нам интересно. Ну, Твое мнение. Это история. Погибло в одном только Советском Союзе более 22 миллионов человек. В том числе и мой дед. Поэтому вот смотрю и думаю, если бы не было бы этой войны, знала бы я бы своего деда и также все остальное мое поколение. Ни одна семья, ни одну семью не обошло вот эта беда стороной. И по всему миру, вот сколько, да, около, даже миллиона не было по всему миру убито человек, сколько вот в Советском Союзе. 22 миллиона. И все вот один такой вот, даже, скажем, не немец, он же из Австрии, да? Австриец, да. Да, Грустно, конечно, печально. цифра ужасающая. И местность здесь тоже жуткая. Оставаться здесь. Всегда показываю вам Нюрнберг исторический, ну, чтобы вот вы знали и темную сторону Нюрнберга. Ну, жутковато как-то. Здесь, наверное, его этот ходит за это. Дух, аура, Как это опера, что? призрак. Призрак. Друзья, мы подошли к отелю Ля Гранд Меридиан. Он знаменитый. Чем знаменитый, расскажу вам чуть позже. Находится прямо рядом с вокзалом Нюрнберга и с исторической частью Нюрнберга. Мы туда собираемся сейчас зайти, попить кофе и снять два зала. Зал Вагнера, зал Дюрера есть. Ну и знаменит он еще послевоенное время. Негоже в таком месте так себя вести. Это как всегда моя кукушка. Это моя изюминка. Да, это для чемоданов. Идем как? Отсюда зайдем? Алло. Алло. Идем сюда, Саня, что? На стенах старинные картины, фотографии выдают историю этого отеля. Здесь гостили группа Битлз, Далай-Лама. Везде здесь фотографии Фрэнка Синатра. Кто знает, может быть, он здесь тоже останавливался.
это Дюрер. И нарисовал он. It was, and I went back to work, and they shifted me around. New job. Место приятное, конечно, но так ощущается, как будто сейчас здесь сидят разведчики, шпионы, а за окном вокзал Нюрнберга. Гранд-отель в 30-е годы принимал лидеров НСДАП, то есть нацистов, а уже в 1945-1946 году принял участников Нюрнбергского процесса. Здесь оставались и журналисты, и судьи, и помощники прокуроров. Вот. Вечерами здесь были как и интриги, так и трагедии. В один из вечеров, когда полуголодные немецкие танцовщицы развлекали своих гостей, советский шофер ворвался в дверь фойе и рухнул в центре мраморного зала. Он был смертельно ранен в грудь. Советская делегация не раскрыла никаких подробностей. Однако советский отчет сообщал, что ефрейтор Иван Бубин был ранен 8 декабря 1945 года в машине одним выстрелом из пистолета, после чего 2 американских солдата и 2 немецких полицейских внесли его в отель. Секретный отдел ТАСС предложил, что ефрейтор был случайно застрелен нетрезвым американским солдатом, желавшим прокатиться на автомобиле по городу. Но другая версия, популярная у современников, заключалась в том, что целью покушения был не шофер, а хозяин машины, полковник НКВД Михаил Лихачев. Отелю 125 лет. Здесь есть зал Дюрера, художника, и зал Вагнера, композитора. Позже постараюсь вам показать. В этих залах организовывают концерты и торжественные мероприятия, вечера, ужины. Заказали штрудель в таком горячем молоке, не знаю, но в такой тарелке. Первый раз вижу такую подачу. С лимончиком вот таким деревянным. Запеченным в духовке. Здесь, в этом отеле, останавливалась Марлен Дитрих и я, Альбина Вей. Собственной персоной. Вот такую тайну хранит этот отель. Видео я сняла в ноябре, потому что в ноябре начался Нюрнбергский процесс над фашистами. Если понравилось, поставьте лайк. Вам не трудно, а нам приятно. До новых встреч. Чус! Albina Way.